События Авинолиума еще не успели прекратиться, когда путь ровера выводит его в Септимонт, город Семи Пиков, край легендарных гладиаторов, гигантских арен и героических родословных. То, что начиналось как попытка найти Картетию, исчезнувшую после событий в перевернутой башне, быстро превращается в путешествие в место, где переплетаются история, амбиции и давние шрамы. Септимонт кипит жизнью, когда ровер прибывает в город. Улицы гудят от предвкушения Великого Агона, знаменитого турнира, который проводится лишь раз в 4 года. Но под праздничным знамением и криками толпы ощущается скрытое напряжение. Ходят слухи о распрях домов, о теневых группировках, тайно влияющих на исход поединков, и о древних легендах, которые начинают оживать в опасной форме. Цель ровера проста – найти Картетию. Но поиск приводит его к женщине, чья частота звучит странно знакомо – к Лупе. Опытная гладиаторша, крепкая и гордая. Лупа сначала отрицает любую связь. Однако в ее резонансе есть то, что ровер помнит из башни. Фрагмент. Отголосок. Загадка. Их встреча вовсе не случайна. Лупа, недавно порвавшая со своим домом, уже давно пытается противостоять влиянию и коррупции в гладиаторских иерархиях Септимонта. Ей трудно возвращаться к старым ранам, но она принимает помощь ровера. И когда организаторы Агона неожиданно приглашают ее снова выйти на арену, туда, куда она поклялась не возвращаться, ровер встает рядом с ней. Великий Агон. Зрелище во всех смыслах. Каждый бой становится все ожесточеннее, выводя участников на предел сил. А ровер чувствует что-то неладное среди грохота оружия и ревущей толпы. Всполохи, искаженные частотами, отголоски второго темного прилива и влияние Тринодиана. В одном из боев оружие Лупы ведет себя ненормально, будто что-то невидимое вмешивается в ее движение. Она отмахивается от происходящего. Ровер же замечает что-то неладное. За пределами арены Септимонт показывает свое расколотое нутро. Благородные дома борются за власть, подтасованную результатами ради собственных интересов. А в зеркалах, что стоят в тренировочных комнатах и старых коридорах, ровер видит мерцание, тени Мии, заключенной в дрожащее искажение, словно чья-то воля управляет ее образом. Все указывает на след Тринодиана, и прошлое, и настоящее Септимонта переплетаются с надвигающейся угрозой. Напряжение достигает пика в финальном раунде, когда ровер и Лупа выходят на арену. Мир дрожит. Яркое зрелище Агона исчезает, сменяясь мрачным, пропитанным кровью видением. Кровавым Агоном, отражением жестокой истории Септимонта. Будто прошлое и настоящее сталкиваются, заставляя их участвовать в искаженной, повторной постановке легендарных битв. Побеждая в этом сражении, в этой реальности, они прорываются обратно в нормальный мир. Толпа ничего не замечает, а люди продолжают кричать от восторга, не подозревая, что арена на мгновение оказалась на грани распада. Только ровер и Лупа почувствовали сдвиг, только они ощутили тень, управляющую этой иллюзией. И затем на середине арены, тихо, незамеченная никем, кроме них, возвращается Картетия. Она стоит напротив Кристофора, загадочного драматурга, чье влияние разлито по городу, словно невидимые чернила. Их дуэль проходит без звука, вне восприятия зрителей, но ощущается как столкновение мифов. Картетия движется с уверенностью человека, давно идущего к этой точке. Ровер и Лупа оказываются втянуты в схватку. Их действия переплетаются с ее без единого слова. Четкой развязки нет. Кристофор исчезает в тенях. Картетия остается стоять. Это похоже на победу, но ощущается как черновик незавершенной пьесы. Важно лишь одно. Она вернулась. И
понятно, что ей нужно, чтобы Ровер и Лупа шли за ней. Когда арена вновь взрывается ликованием, а праздник смешивается с хаосом, троица собирается под знамениями славы Септимонта. Картетия спокойная, но в ее взгляде тяжется нерассказанная истина. Лупа, сама того не понимая, носит в себе часть более масштабной судьбы. А Ровер ощущает, что все происходящее – Акон, искажение возвращения Картетии и вспышка Мии исходят к чему-то древнему и опасному. Тени славы скрывают больше, чем легенды, и под сияющими фасадами Септимонта притаилась истина, готовая выйти наружу. Великий огонь едва успел завершиться, но Ровер, Лупа и Картетия вновь оказываются втянуты в самую сердцевину наследия Септимонта. Тень драматурга все еще висит над городом, а искаженные частоты гулко отзываются в его каналах. Отряд направляется в Долину Славы, священную землю, где покоится поколение воинов и где граница между памятью и мифом становится пугающе тонкой. Путь к истине начинается с Арсеносы, легендарной львицы славы. Ее присутствие внушает уважение, но и излучает и скорбь. Она страж, видавшая, как взлетают и падают герои многих эпох. Она узнает Лупу и Ровера не по именам, а по частотам, что они носят. Когда Ровер касается ее, в воздухе вспыхивает резонанс, пробуждая отголоски прежних испытаний. Битву с искаженной сущностью Императора, столкнувшейся с Картетией в соборе и бесконечный танец человечества с Тринодианом. Арсеноса открывает им путь в долину. Долина славы оказывается не местом, а мавзолеем наследия. Мечи, вознесенные в камень, знамена, застывшие от времени. Воздух, насыщенный остаточными частотами битв давно ушедших эпох. Каждый артефакт хранит историю, и каждая история странным образом пересекается с настоящим. Лупа, когда-то определяемая лишь ареной, чувствует на себе груз династии, героев, которых она почитала, дома, которые оставила, и эхо, что носила, не осознавая этого. Судьба приводит их к оружию Теркуля, легендарного героя, чье имя вписано в историю Септимонта. Но едва Ровер протягивает руку к мечу, мир содрогается. Картетия мгновенно отзывается, ее голос звучит тревожно, но уверенно, будто она давно знала, к чему ведет этот путь. Пространство искажается, реальность трескается под давлением частот, и Лупа ломается. В ее сознание хлынет мощная волна влияния Левиафана. Сила уходит, дыхание сбивается, подавленные воспоминания прорываются наружу бурным хаосом. Искажение грозит похватить ее, переписать ее личность в нечто чуждое и чудовищное. Но Ровер протягивает руку, стабилизируя частоту, удерживая ее от падения в бездну. В этот миг Лупа пробуждается. Она больше не гладиатор, не изгнанница, не тень собственного прошлого. Она героиня своей собственной истории. И ей предстоит вновь пройти путь, когда-то разделенный с Картетией. Старый район, пропитанный водой, покинутый, забытый, возвращается в ее памяти. Теперь она идет его улицами вновь, но уже с определенной четкой целью. Вода вокруг дрожит. В отражениях мелькают сцены прошлого, словно две лупы существуют в одной сцене. Та, что была, и та, что стала. Картетия выходит вперед и передает Лупе частотный отпечаток. Благословение и тяжесть одновременно. Знание, память, сила. Вместе они активируют великана славы. Гигантские конструкты, способные изменить сам ландшафт. Благодаря его мощи Лупа осушает затопленный старый район, обнажая пути, скрытые под городом десятилетиями. И именно там, в глубине, прячется истинная угроза Септимонта.
Подземный водный путь – лабиринт разрушенного камня и забытых механизмов, искривленных временем, темным приливом и влиянием Тринадиана. Чем глубже они спускаются, тем тяжелее становится воздух. Перед ними открываются жестокие сцены из прошлого, эхо произошедшего. Джулия Сильва, отчаянно заключающая сделку с драматургом. Останки Мии, превращенные в сосуд для манипуляции Левиафана. И Фролова, говорящая с эхом Тринадиана, будто пророк с дремлющим богом. Каждое видение затягивает узел вокруг правды. Мия, почитаемая и оплакиваемая, была превращена в инструмент воли Тринадиана. Ее страдания были использованы в качестве оружия, ее наследие было искажено. Лу продвигается все глубже, пока не достигают сердца водного пути, места, где коррупция Тринадиана скапливается, как живая рана. Там, выходя в водной бездне, стоит Леди Моря, ужасное воплощение развращенной формы Мии. Это не сама Мия, а частотное эхо того, чем она стала под влиянием Тринадиана. Памятник ее горю, ее боли и ее утраченной воли. Следующая битва столь же эмоциональна, сколько и жестока. Лупа сражается за окончательное разрешение конфликта. Картетия сражается за правду. Ровер сражается, чтобы разорвать последние нити контроля Тринадиана. Когда наносится последний удар, вода успокаивается, частота стабилизируется. По комнате раздается чувство освобождения. Мия наконец освободилась от позора и искажения, которые Тринадиан наложил на ее имя. После окончания сражения они отправляются в центральный узел, где еще сохранились следы влияния Императора. Там их ждет последнее сообщение, загадочное, фрагментарное, но несомненно целенаправленное. Император предупреждает о будущем, все еще омраченном конфликтами, в котором древние силы, связанные с Реношитой, пробуждаются вновь. Долина Славы снова погрузилась в тишину. Ее легенды успокоились, а мечи замерли в вечном бодрствовании. Ровер, Лупа и Картетия выходят в город, который по-прежнему празднует зрелище, не подозревая о катастрофе, которая едва не разразилась в его недрах. Троица делится тихим моментом вместе, не триумфом, не скорбью, а редким и хрупким спокойствием. Пока что Септимон дышит свободно, но на горизонте надвигается буря, и их путешествие еще далеко от завершения.